Привет, друзья! А давайте в этом мастер-классе мы с вами слепим ягоду морожки. Причем я покажу вам, какие необходимо брать натуральные оттенки глины для того, чтобы и ягода выглядела натурально, и в каких пропорциях смешивать некоторые оттенки для того, чтобы получить правильный оттенок для незрелой ягоды и для чашелистика. Итак, приступим. И в этом мастер-классе мы с вами будем работать практически полностью с серией Translucent. Цернит Translucent 721 номер в чистом виде, идеальный цвет для многих ягод. В этом уроке я также буду использовать его для спелой морожки. Итак, мы размягчаем пластику из серии Цернит Translucent 721 номер, делаем вот такую тонкую колбаску, дальше делим ее на небольшие такие отрезки. Кстати, зернышки у морожки достаточно крупные, крупнее, чем у малины и ежевики раза в 2, поэтому прям режьте такие хорошие кусочки. И вот сразу я беру на указательный, средний, безымянный пальчики надрезанной части и на ладошке раскатываю и делаю сразу 3 зернышка. Для незрелой ягоды в равных пропорциях мы смешиваем 721 номер, 605 номер и 005, это все из серии Translucent. В равных пропорциях смешиваем, получаем такой желтый, даже грязный такой салатовый цвет. Опять же вытягиваем в тонкую колбаску где-то 4-5 мм в диаметре и нарезаем на отрезочки приблизительно по 4 мм. И дальше формируем опять зернышки. Я это делаю 3 пальцами на ладошке, вы делаете так, как вам удобнее. В качестве основы мы будем использовать пластику точно такого же цвета, как и сами зернышки, и пины с петелькой. Небольшим кусочком желтой пластики в данном случае накрываем петельку пина, прям вбиваем хорошо пластику для того, чтобы пин закрепился внутри, он не ерзал, он свободно не двигался, а плотно сидел внутри пластики. Делаем такой вот желтый шарик, основу, которая будет держать нашу ягоду. Первое зернышко укладываем по центру нашей основы и дальше вокруг центрального зернышка первого плотненько друг к другу укладываем следующие зернышки. Вот у меня здесь получилось 5 зернышек. Основа должна быть круглой. Ягода морожки не вытянутая, как у малины и ежевики. Поэтому основа небольшая, круглая. И вот на нее мы крепим уже зернышки. Второй ряд зернышек у нас идет под зернышками первого ряда, то есть там, где у нас есть какие-то выемки, укладываем зернышки. Я постоянно пальчиками их легонечко прибиваю для того, чтобы они скрепились с основой друг с другом и для того, чтобы вот эти промежутки, которые могут образоваться между зернышками, немножечко сгладились. Потом переворачиваю ягодку и продолжаю делать еще один ряд. Аккуратно придерживая ягодку за нижнюю часть, не давлю, чтобы не смять зернышки. Вот такая ягодка у нас должна получиться. И немножечко мы придаем ей оттенка с помощью красной пастели. Мы слегка ее тонируем только с двух сторон красной пастелькой. Из салатовых зернышек мы также формируем ягодку, которую тонируем красной пастелькой. Ягодки у нас собраны, сейчас мы с вами будем делать чашелистик. Для чашелистика я буду делать трость. Использовать основной цвет я буду здесь 005 номер. В него буду добавлять небольшое количество 411 номер, также из серии Translucent. А во второй оттенок возьмите коричневый цвет. Любой коричневый цвет, если есть у вас бежевый, можете взять бежевый. Дальше в телесный цвет я решила добавить еще немножечко 605 номера. Это салатовый оттенок у нас. Все смешать и получится такой грязно-телесный цвет, сразу вам скажу. Прозрачная пластика проявится после обжига. Сейчас я делаю прямоугольнички. Прямоугольнички рядышком укладываю, делю их по диагонали. Бордовый прям четко по диагонали, а там, где у нас телесный, на трапеции. Дальше соединяю эти два оттенка в один пласт, прикатываю скалкой. Как видите, нежно-бордового оттенка у нас здесь в 2 раза меньше, чем телесного. И потом уже после того, как прикатали скалкой, на пастомашине мы делаем плавный переход цвета. Либо делаете это скалкой. Думаю о том, как сделать плавный переход цвета, вы знаете. Если не знаете, я внизу в описании оставлю ссылочку, вы сможете перейти, посмотреть мастер-класс о том, как правильно работать с пастомашиной и как правильно сделать переход цвета. В общем, делаем переход цвета, и когда лента у нас уже будет с плавным переходом, мы ее складываем вот так трубочкой и на 4 режиме пастомашины, то есть где-то на 1 миллиметре толщины, мы раскатываем на пастомашине и дальше начинаем подковой складывать эту трость. Начинаем складывать с телесного оттенка. Бордовый, светло-бордовый у нас пойдет сверху. Складываем, как видите, подковой, и бордовый цвет немножечко сначала заходит на боковые стороны телесного цвета, не до конца, где-то середины.
начинает заходить. Так мы получим эффект, что на боковых сторонах листочков тоже будет присутствовать бордовый цвет. Вот такая трость у нас в итоге получилась. Мы ее должны ужать, раскатать на рабочей поверхности. Трость должна быть очень-очень тонкая. Я буквально ее раскатала до 4 мм в диаметре и со стороны бордового цвета прищипнула. Смотрите, может быть такое, что трость в процессе раскатки у вас немножко перевернулась, поэтому прищипывайте только со стороны бордового оттенка. И дальше нарезаем трость на тонкие срезы, прям максимально тоненькие, которые можете. Берем срез пальчиками немножко его прищипываем, как бы утончаем, отдаем ему тепло. Здесь мы не раскатываем ничего и просто берем вайнер с фактурой листика. Вайнер маленький, чтобы фактура была жилистая, потому что листочки у нас совсем малюсенькие. Придаем фактуру. Вынимаем наш листочек и придаем ему изгиб. Изгиб придаем стеком, диаметр которого 3 мм, то есть поменьше стек возьмите. Здесь ничего сложного, прижали листочек пальцами, переложили его в вайнер, придали ему фактуру листочка, сняли его, переложили на ладошку и придали углубление лодочки с маленьким стеком-шариком. Вот так выглядит морожка уже с чашелистиками. Для того, чтобы их прикрепить, я беру маленькую силиконовую кисточку, укладывая листочки в том месте, где у нас проволока выходит из пластики, и прижимаю в том месте, вот где как раз проволочка выходит, прижимаю вот этой силиконовой кистью. На одной ягодке морожки может быть 4, 5, ну иногда 3 листочка. В общем, по периметру мы их вот так вот укладываем. После обжига они станут прозрачными, очень интересно будут смотреться. И переход цвета будет виден. Конечно, с листочками мы заморочились, но оно того стоит, потому что ягода смотрится очень эффектно. Но все, ягодки готовы, и мы смело можем отправлять их на запекание. И вы уже можете видеть, что после обжига появилась прозрачность благодаря серии Translucent, и сами листочки и сами зернышки стали прозрачными, и эффект натуральности ягоды у нас достигнут. Осень не за горами. Как видите, у нас уже такая осенняя цветовая гамма в этом мастер-классе присутствует. И в следующем уроке я покажу, в каком же украшении я использовала эти ягоды. Если у вас остались вопросы по созданию, задавайте их в комментариях. Там же под видео будут прописаны номера, которые использовались для создания ягод, и все необходимые ссылочки. На сегодня это все. Вдохновения вам и до скорых встреч!